Дорогие друзья, вас приветствует канал Домашняя кухня. Привет всем, друзья! Сегодня хочу вам показать рецепт вкуснейшего продукта, который делается практически за час. Вот у нас такой красивейший кусочек сала. Здесь полкилограмма. Его мы просто сварим в специях, в соли, в чесноке. Значит, для 500 грамм сала нам понадобится 3 долечки чеснока. Вот тут 1,5 ложки чайные соли. И вот здесь у меня сбор приправ. 1,5 чайные ложки измельченных. Это тмин, кориандр, перец, лавровый лист и душистый перец. Вы используете приправы те, которые вам больше нравятся. Кто-то любит с паприкой, кто-то без, кто-то с куркумой. Что вам нравится, те приправы и добавляйте. Вот такой нам понадобится еще пакет. И для надежности еще возьму пакет для запекания. Вот этот кусочек сала нам необходимо разрезать на 3 кусочка, чтобы, допустим, взять маленький кусочек и на порцию скушать. А приготовленные оставшие кусочки можно завернуть в пергаментную бумагу и фольгу и положить в морозилку и доставать по мере надобности. На плите у нас уже стоит кастрюля с водой. Помните, что мясо, для того, чтобы оно было сочное, надо опускать в кипящую воду. А мясо для бульона, для того, чтобы бульон был вкусный, мы опускаем в холодную воду. Итак, разрезаем на 3 кусочка наше сало. Вот оно какое красивое в разрезе получается. Теперь мы, выдавливаем на него чесночок. Обмазываем сало чесноком хорошенько со всех сторон. Теперь высыпаем соль на 3 кусочка и тоже равномерно обваливаем все это дело в соли. И теперь посыпем равномерно приправами. Со всех сторон. Теперь укладываем все это пакет целлофановый. Содержимое тарелки тоже высыпаем в пакет. Завязываем его вот на такой узел. Но прежде чем завязать, нам надо избавиться от воздуха, который находится в пакете. Завязали и кладем еще для надежности в пакет для запекания. Пакет тоже завязываем узлом. Все, готово. Наше сало запаковано в 2 пакета. Вот теперь, друзья, в кастрюльку с водой кипящей мы опускаем наше сало.
Накрываем, чтобы оно не всплывало, тарелочкой. Убавим огонь до минимума. Прикроем крышкой. Немножечко оставим, чтобы вода не выплескивалась. И будем варить примерно час. Друзья, вот сварилось наше сало. Снимаем тарелочку. Осторожно достаем пакет. Сок сала у нас не протек. И переносим в мисочку. Вот здесь мы его оставим остывать при комнатной температуре. После этого мы его перенесем в холодильник. И когда оно окончательно остынет, достанем и покажу, какой замечательный продукт у нас получился. Ну вот, друзья, достала мясо из холодильника. Давайте продегустируем. Оно, конечно, еще не совсем застыло так, как хотелось бы. Ой, запах, аромат божественный просто. Запах чесночка и специй. То, что надо. То, что доктор прописал. Сейчас попробуем на вкус. Ну что, пробуем. Друзья, как же это вкусно. И колбасы даже не надо. Вот такая красота у нас получилась. Ароматное, нежное, вкусное сало, отваренное в пакете для запекания. Такое вкусное, что вы забудете про все мясные продукты. Будете готовить только это сало. Попробуйте, у вас все получится. И уверена, вам понравится. Приятного аппетита и до новых встреч. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!